Римская империя. Она входит в десятку самых огромных империй в истории человечества. Она абсолютный лидер среди всех существовавших когда-либо государств. Со времени основания Рима и до падения Римской империи прошло более 2200 лет. И, безусловно, Римская империя является самой задокументированной цивилизацией в истории человечества. Однако, все не так просто, как кажется. В прошлой серии мы с вами выяснили, что в реальности в истории Рима зияет огромная дыра. До 1423 года никто в Европе по какой-то неведомой причине не знал свою историю. Либо знал, но это была какая-то иная история, которую мы, возможно, уже никогда не узнаем. И лишь в 1423 году, благодаря нашествию турок на Византию и осаде Константинополя, оттуда в срочном порядке были вывезены тонны манускриптов, свитков, книг, из которых мы и узнали всю древнюю историю Рима. Именно из них мы узнали о римских и греческих философах, полководцах и математиках, узнали об их мыслях, поступках, об их подвигах и поражениях. Мы узнали про Геродота, Страбона, Плиния, Платона, Цезаря, Цицерона и Гомера и о многих-многих других. Командовал этим вывозом рукописей человек по имени Мануил Хрисалор. В одном из своих писем из Рима византийскому императору Мануилу II Палеологу он прямо так и пишет: «Влияние римского народа, Юлия Цезаря, Августа или кого-то другого канули в лету, и неизвестны большинству людей во всем мире, даже здесь, на их родине». Что, собственно, и говорит нам черным по белому. До 1408 года, когда было написано это письмо, никто в мире не знал истории Европы, в том числе и сами европейцы. И именно Мануил Хрисалор возложил на себя обязанность заполнить этот пробел. Конечно, он был не один. У него было много помощников, которые готовили этот акт вместе с ним еще с 1393 года. Среди них были богатейшие и влиятельнейшие люди того времени. Например, Никколо Никколи, который построил для этих целей целую библиотеку в Риме, и количество новых, привезенных из Константинополя рукописей в ней было настолько велико, что уступало лишь Ватиканской библиотеке. Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. В прошлой серии мы подошли к поистине фантастическому выводу о том, что историю Рима, возможно, написали не так, как было на самом деле. На одной из карт Абрахама Артелиуса в самом центре Африки обозначена некая область, которая названа Нигрита Рум Регио, то есть Черный регион Рим. Конечно же, такая вольная трактовка надписи на карте закономерно вызвала целую бурю возмущения у некоторых подписчиков. А поэтому, прежде чем начать новый рассказ, я просто обязан ответить на эту критику. Собственно, вся она сводится только к одному. Якобы я неправильно прочитал латинскую надпись. На самом деле ее нужно читать как Nigritarum Regio, то есть просто черный регион без всякого Рима. Якобы именно так нужно читать эту надпись согласно правилам латинского языка. Окончание «рум» – это нормальный, принятый в латинском языке словарный оборот как раз для обозначения какого-либо региона. Окей. Если это действительно правило, значит, оно должно повторяться, быть не единичным, верно? Тем более на карте Африки. Это огромный континент с большим количеством громадных территорий и регионов.
Это значит, что должен быть регион Барбарум, например, или регион Нубиарум, регионы Эфиопия-Рум, Египтарум-Рум, Арабия-Рум, Занзибарум, Мадагаскарум и многие-многие другие. Но нет, на этой карте есть Египет, Барбария, Занзибар, Мадагаскар, Нубия и прочее. И все они не имеют никакой приставки «рум». Почти нигде на карте не повторяется эта латинская языковая приставка. Тогда я изучил другие карты Абрахама Артелиуса. Карту Европы, Азии, Индии, Дальнего Востока и даже отдельно Италии. И там тоже нигде не встречается «рум». Почти нигде. На всех картах Артелиуса, показывающих всю планету, «рум» встречается только в обозначении «нигрита рум регио» и больше нигде на всей планете. Можно подумать, что нигрита рум – это гидроним, то есть получил название от реки Нигер, и, соответственно, регион вокруг этой реки назван нигрита рум, то есть регион реки Нигер. Но и это не работает, поскольку в таком случае должен быть, например, Нила-Рум регион по названию реки Нил, а его нет. Как, впрочем, и регионов с таким окончанием, полученным от рек, по всей планете. Таким образом, я считаю, что читать нужно именно раздельно «нигрита-рум», а не «нигритарум». Напомню, что мы с вами сейчас говорим исключительно о картах Абрахама Артелиуса. И все же, несмотря на то, что я сказал чуть раньше, кое-где еще эта приставка все же встречается. Но она не относится ни к наземной территории, ни к регионам вдоль рек. Подобное встречается еще только в одном месте и относится к тому же атласу карт 1573 года, что и карта Африки. Это карта Италии, известная еще под названием «Целующий Нептун». Так вот, приставка «рум» на ней встречается при обозначении морей, омывающих Италию, то есть Рим. Это Маре Адриатика или Суперум и Маре Туренум или Инферум. Супер и Инферно – это в переводе с латинского «верхний» и «нижний», то есть Верхнее море и Нижнее море. А теперь внимание! Латинское слово «супер» изначально имеет на конце букву «р». Латинское слово «инфер» тоже имеет на конце букву «р». То есть к этим словам добавляется в конце не «рум», а просто «ум». А вот это уже действительно официальная латинская приставка, обозначающая превосходную степень, высшее море или нижнее море. То есть никакого отношения к приставке «рум» оно не имеет. Но самое интересное получается, если я все-таки действительно ошибся и читать надо слитно. Тогда, согласно правилам латинского языка, эта приставка не «рум», поскольку ее все-таки нет, а «арум» в случае родительного падежа множественного числа. Тогда слово «нигритарум» – это производное от «нигрит». И тогда это слово означает не просто черный регион, а чернеющий, то есть находящийся в процессе почернения. Но все равно остается какой-то осадок недосказанности. А потому давайте посмотрим на это самое «почти». Дело в том, что еще одно единственное название на картах Артелиуса, где «рум» точно так же нарочито отделено от общего названия, есть. Оно находится на карте Азия Нова Дескриптио. И с его помощью на карту нанесен город Арзерум. Не ищите перевода этого слова с латыни, вы его не найдете, потому что его просто нет. Потому что слово «арз» не латинское. Это синтез из двух слов персидского «арз», что означает «земля» или «край», и латинского «рум», что в данном контексте совершенно точно означает именно Рим, без всяких оговорок.
и переводится оно буквально как «римская земля». В данном случае Рум – это устаревшее и вышедшее из употребления слово «Рим». Именно поэтому словари его не переводят как Рим. Но с данным городом все иначе. Это пограничный город римского султаната, о котором мы с вами говорили в прошлом фильме. Сам султанат был назван именно потому, что это римская земля Восточной Римской империи. И, собственно, город назван так – Римская земля, Римский край. Итак, мы имеем всего 2 места на всей планете, где слово «рум» в названии нарочито отделено от общего названия, вроде бы из-за нехватки места на карте. Однако оба слова означают одно и то же – земля Рима. В первом случае это просто римская земля, а во втором – черная римская земля. Вот теперь в этом вопросе точка. Фрагментация. Дело в том, что, как мы выяснили в прошлом фильме, в 1393 году сложилась ситуация, когда человечество внезапно забыло свою историю и по какой-то причине написало новую, опираясь на рукописи, вывезенные из осажденного Константинополя. Виной тому, скорее всего, был очередной виток глобальной катастрофы. Но он был не первым и не последним. До него также были предыдущие эпизоды катастрофы, разделенные между собой сотнями лет. И поскольку в XIV-XV веках люди пошли на то, чтобы написать новую историю, то ничего не мешает нам предположить, что и в предыдущих эпизодах катастрофы люди могли принимать аналогичные решения. Таким образом, греческую мифологию можно воспринимать как предыдущие попытки переписать историю. Конечно, после такого глобального форматирования точную истину узнать вряд ли возможно. Но есть одно «но». Каждый из вас умеет пользоваться компьютером. И многие знают, что если отформатировать жесткий диск, то вся информация будет стерта. Однако не все знают, что на самом деле это не так. При форматировании стирается только оглавление всех файлов, и они становятся для системы мусором, который она просто не видит. Но информация все еще есть, и ее можно восстановить, если поверх нее еще не записали другой файл, другую информацию. И даже в этом случае есть шанс восстановить хотя бы часть утерянной и стертой информации, опираясь на разрозненные обрывки прошлых файлов. На этом принципе и основана работа программ, восстанавливающих стертые файлы. Почему же создатели операционных систем поступили так глупо? Почему при форматировании не удаляют всю информацию полностью? Ответ прост. Это энергетически невыгодно. Для того, чтобы удалить все, необходимо пройтись буквально по каждому байту вашего жесткого диска и переписать каждое значение на 0. И это занимает многие часы, порой даже сутки. И все это время диском нельзя пользоваться. И все это время потребляется энергия на работу стирающей программы. А вот если удалить лишь оглавление диска, то это займет секунды, а может даже доли секунд. Сравните стирание за секунду или стирание за десятки часов. Что быстрее и выгоднее? Вывод очевиден. Вот поэтому, как и при обычном форматировании жесткого диска на компьютере, на самом деле переписывать абсолютно всю историю не имеет смысла. Можно стереть оглавление и создать новую основу, новый скелет, новый генеральный план, вокруг которого будет строиться и записываться новая информация, используя старую в качестве недостающих кирпичиков. В случае возникновения нестыковок они подправляются, под них придумывается новая история, либо они просто отправляются в костер, в яму или в архив.
Об этом или чем-то подобном говорят нестыковки в той же греческой мифологии и сообщениях древних историков. Например, Троянская война. Современные историки предпочитают считать, что история Гомера была просто выдумкой, красивой сказкой. Однако Геродот, например, сказкой ее не считал. Тем не менее, его сообщения об этой войне дико контрастируют с тем, что написано у Гомера. У него совершенно иное изложение последовательности событий и самих событий вообще. И подается это абсолютно серьезно. Точно так же у Геродота все мифологические персонажи – это реальные люди. Например, аргивянка Ио. Это очень даже реальный человек с реальной историей, которая тоже сильно противоречит мифологии. Но даже если говорить только о мифологии, то и в ней не все так просто. У одного и того же автора, Софокла, одна и та же героиня Ио совершает в разных произведениях разные поступки. У нее абсолютно разный маршрут движения. И вот это, как мне кажется, прямое доказательство древнего поиска возможностей соприкосновения старой истории с новой путем подбора различных комбинаций. Кончилось это в итоге тем, что, как мы знаем, путешествие Ио решено считать мифом. Но есть нечто, что стереть не так просто, как кажется. То, что нельзя просто отправить в костер. И это, в первую очередь, памятники архитектуры. Мегалиты. Мегалитические сооружения, которые сломать совсем непросто, даже учитывая уровень развития цивилизации. Вот тогда под них выдумываются новые истории. Это приходится делать, потому что уничтожить ту же пирамиду Хеопса, имея в своем распоряжении только мечи и сабли, довольно сложно и в любом случае очень и очень долго и дорого. Что ж, давайте представим на минутку, что греческие мифы основывались на реальных событиях и были лишь немного изменены, фрагментированы. А затем из этого винегрета информации была сложена новая история. Титаномахия. Итак, представьте себе, что после неких катастрофических событий на Земле воцарилось правление бога Титана Кроноса. Он правил людьми так, что все были счастливы и никогда не умирали. Однако против него поднял бунт один из его сыновей – Зевс. Это мы знаем из Титаномахии. Мы знаем, что причиной восстания был тот факт, что Кронос поедал своих детей, боясь пророчества о свержении. Но его жена Рея обманула Кроноса, укрыв очередного младенца на острове Крит до того момента, как он повзрослеет. А как только младенец Зевс повзрослел, то дал своему отцу отравы, и Кронос выплюнул всех, кого съел. Или, по другой версии, Зевс вспорол Кроносу живот и выпустил остальных братьев и сестер на волю. После чего началась война за власть между командой Кроноса и командой Зевса. Уже с этого момента понимаешь, что что-то тут не сходится. Если Зевсу удалось отравить Кроноса или распороть ему живот, то что мешало тут же и убить? А если Кронос просто отрыгнул съеденных, то что мешало пришедшему в себя Кроносу быстренько съесть их снова? Зачем куда-то отпускать только что извергнутых младенцев, съеденных десятки лет назад? Однако они почему-то мирно расходятся, подготавливаются, набираются сил и затем 10 лет воюют друг с другом по всей планете. Только затем начинается война богов, Титаномахия. Этот кусок с Кроносом, глотающим своих детей, совершенно не вяжется с золотым веком человеколюбия и отсутствия горя и смерти в период правления Кроноса. Очень похоже на то, что именно этот кусок мифологии является придуманным, вставленным. Один из таких кусков. Если же почитать Софокла, Гесиода, Псевдо-Гигена, Овидия и Эсхила, то вырисовывается
несколько другая картина. Вот смотрите. Зевс, будучи уже вполне себе богом, имеющий официальную уже третью жену, Геру, завел очередную любовницу, аргивянку Ио. Гера взревновала, но Зевс успел превратить Ио в корову. Потом были долгие годы ее плена в теле коровы под присмотром титана Аргуса. Потом ее освобождение, затем путешествие Ио в образе коровы через весь континент к Зевсу в Египет, затем ее расколдовывание, потом рождение ею первого на земле чернокожего, которому дали имя Эпаф. Прошли годы, он вырос, стал править Египтом от имени Зевса. И только после этого Гера, поняв, как муж ее обманул, подговорила других богов убить Эпафа, а заодно свергнуть, внимание, Зевса и вернуть Кроноса. Именно она освободила заключенного в Тартаре Кроноса. И вот только после этого начинается титаномахия согласно псевдо-Гигину. Стоп! Если титаномахия начинается вот в этот момент, то как тогда Кронос вообще оказался в Тартаре? Его ведь заключили туда именно по итогам титаномахии. Или титаномахий было две? Но ведь титаномахия, война Зевса с Кроносом, была всего одна. А мы получаем два абсолютно разных сценария ее начала. В одном она начинается после того, как Зевс заставил Кроноса отрыгнуть своих съеденных детей, братьев Зевса, а в другом сценарии все абсолютно иначе. Зевс уже правит землей, а Кронос уже в Тартаре, но его освобождает Гера. И судя по озлобленности Кроноса на Зевса, именно благодаря ему Кронос и оказался в Тартаре. И вот только после этого начинается титаномахия. Получается, что сама война богов полностью меняет свою картину. Скорее всего, Кронос вообще никого не ел. И дети его спокойно росли, в том числе и Зевс. А потом тщеславный Зевс обманом отравил своего отца и поместил в Тартар, заняв его место. Не Зевс борется с чудовищем отцом, а наоборот, отец Кронос, обманом заключенный в Тартар, предательски отравленный собственным сыном, пытается вернуть себе законную власть, сбежав при помощи Геры из Тартара. А последующее правление Зевса и его последующие поступки четко показывают, насколько алчен он был до власти, насколько беспринципным и безжалостным он был в достижении этой самой власти. Он даже хотел уничтожить все человечество сразу после победы над отцом. Лишь Прометей не дал ему это сделать. Такое поведение нельзя объяснить только лишь местью за братьев. Нет. Зевс всегда хотел получить полную и безграничную власть. Но захват власти обманом и ядом унизителен и не красит верховного бога, не придает ему величия и силы. Поэтому была придумана вставка с поеданием младенцев и детством в пещерах Крита. Такой прием, как создание из противника образа чудовища, очень хорошо известен и широко используется людьми в борьбе за власть до сих пор. Вот даже прямо сейчас это один из излюбленных приемов. Характерно, что этот сценарий известен нам из произведений некоего псевдо-Гигина. Его имя псевдо именно потому, что имени настоящего автора этих произведений не знает никто. Это обрывочные повествования неизвестных античных авторов, которых историки для облегчения понимания искусственно объединили под общим названием псевдо-Гигин. Похоже на стирание оглавления при форматировании диска, правда? Неудобную информацию просто стерли, удалив оглавление, а оставшиеся кусочки до сих пор существуют в виде неизвестных творений.
Ну тогда, может быть, сохранилась основная версия Титаномахии, в которой говорится о правильном начале конфликта. Но оказывается, что его тоже нет. Оригинала Титаномахии мы тоже не имеем. Это творение Эвмела из Коринфа также до нас не дошло. Более того, даже в древности другие авторы упоминали это произведение как уже утраченное. И даже само авторство Эвмела под вопросом. То ли ее автором является Эвмел, то ли Фамирис, то ли поэт Мусей. Точно неизвестно. До нас дошли лишь упоминания об этом произведении в поэмах других античных авторов. Например, в поэме Эсхила «Прометей прикованный», а также в сочинениях Псевдо-Аполлодора и дошедшем до нас произведении Гесиода «Теогония». Но ведь Псевдо-Аполлодор – это точно такое же собрание сочинений неизвестных авторов, как и Псевдо-Гиген. Получается, что из двух сборников обрывков безымянных авторов под именами Псевдо-Гиген и Псевдо-Аполлодор кто-то наобум выбрал одну более удобную кучку фрагментированных безымянных сочинителей и сказал, что она верная, а другая нет. Значит, остается Прометей прикованный и Теогония. Они дошли до нас полностью. И, возможно, в них все рассказывается точно и подробно. Что ж, читаем Теогонию. Да, действительно там описан момент, в котором Кронос пожирает, а затем извергает своих съеденных детей. Но описывается лишь как момент. Война у него начинается далеко не сразу после спасения Зевсом своих братьев и сестер. Только спустя более чем 150 строф Гесиод вновь возвращается к Зевсу и начинает рассказывать о его войне с Кроносом. То есть прошло много-много времени. А прямо перед началом описания войны Гесиод пишет целую страницу, в которой долго рассказывает о том, что женщины посланы в наказание мужчинам, что они источник неприятностей, сразу после которого и начинается описание войны. С чего бы вдруг такой вольный отход от основной темы и размышления о том, какие женщины коварные? Что это как не намек на то, что виной началу войны была все-таки ревнивая женщина, Гера? А в целом Титаномахия в Теогонии Гесиода – это не детальный рассказ о войне, а лишь эпизод книги, один из многих. И многие детали там опущены. В Прометее прикованном у Эсхила также упоминается война богов. Но упоминается довольно странно. Опять же, нет никакого описания истинных причин и хода войны. Да и сама война упоминается вскользь. Просто парой строк о том, что меж богами вспыхнула вражда. Причем поначалу Прометей старался помочь именно сторонникам Кроноса. Но те решили побеждать лишь отвагой и силой. Но силой эту вражду было не победить, так сказала Прометею Гея. И только тогда Прометей переметнулся к Зевсу. Прометей открытым текстом неоднократно говорит, что война эта была выиграна Зевсом отнюдь не силой, не могущественным оружием и стрелами, но умом и хитростью. Причем хитростью именно Прометея. Моим старанием в черной пасти Тартара бесследно сгинул древний Крон и все, кто с ним сражался рядом. Собственно, это почти все, что говорится у Эсхила про эту войну. То есть помощь была равноценна и для одной стороны, и для другой, что говорит о том, что ничего общего с волшебными стрелами, которые выковали для Зевса, она не имеет. Прометей известен тем, что побеждает не силой, а именно умом, дальновидностью, хитростью. И, может быть, идея отравить Кроноса, скорее всего, принадлежала не первой жене Зевса Метиде, а именно Прометею. А может, это свидетельство неоднократных подправлений этой истории. И когда все получилось, Зевс отблагодарил тех, кто привел его к власти, самым лучшим образом. Свою беременную жену Метиду он просто проглотил вместе с ребенком.
а Прометея навечно приковал к скале. Отличная благодарность, которая, кстати, еще раз подчеркивает, кому принадлежала на самом деле идея всех угрожающих родственников проглатывать – Зевсу. Но это было уже после того, как Зевс занял трон. А до этого на земле была какая-то беда, с которой пытались справиться все боги. И как раз этот момент Зевс выбрал для того, чтобы предательски свергнуть Кроноса. И действительно, самый верный способ убить противника – это ударить в тот момент, когда ему тяжело, и он повернулся к тебе спиной, доверившись к тебе, считая, что может на тебя положиться. Таким образом, та версия Титана Махии, которая сейчас является общепризнанной, скорее всего, является просто прилизанной и неоднократно видоизмененной под современные реалии версией истории, связанной из дефрагментированных обрывков, кусочков настоящей, но стертой из истории катастрофы. В этом случае многие пазлы сходятся. Сначала Зевс обманом при помощи Прометея отнимает власть у Кроноса, заключив его в Тартар, на фоне общей планетарной катастрофы. Затем Зевс приковывает Прометея к скале, где к нему приходит Ио и получает пророчество, по которому она родит Зевсу чернокожего сына, из-за которого ревнивая Гера выпускает из Тартара Кроноса, и вот только тогда начинается Титаномахия, война богов. Другая легенда. А теперь давайте дадим волю фантазии и попробуем совместить события в мифологических преданиях, эти странные старинные карты и некоторые существующие на Земле артефакты в одну картину. Представьте себе, что в какой-то момент времени Зевс правил на Земле одновременно с Кроносом, так же, как и со своими братьями Аидом и Посейдоном. Каждый из братьев управлял своей частью планеты, а подчинялись все они своему отцу Кроносу, во владениях которого был самый большой континент – Евразия. Под контролем Зевса находилась Африка. Пока что все сходится. В фильме «Конец Египта» мы обнаружили на старых римских картах загадочную землю Агисимба в центре Африки, что переводится как «божественные силы» или «место богов». Там же была и гора, название которой созвучно с Зевсом. Рядом Эфиопия, где правили люди, максимально приближенные к богам. Сейчас считается, что там было так называемое царство Куш. И там же найдено огромное количество остроконечных пирамид и огромные мегалитические стелы из прочнейшего голубого базальта. Более 300 лет вся эта территория разговаривает на греческом языке. Там греческие названия городов, греческие боги. Там почитают Зевса, Афродиту, Гелиоса и Геракла. Причем Геракла особенно сильно. Дико сейчас слышать это про племена эфиопов в Судане, однако это так. И вот как раз территория, где должны были обитать боги, или хотя бы один бог Зевс, которая зовется Агисимбой, на карте Абрахама Артелиуса называется Нигрита-Рум, Черный Рим. Впрочем, тогда она еще не должна была быть черной, ведь чернокожих людей на Земле, согласно мифологии, еще нет. В какой-то момент происходит эпизод планетарной катастрофы, и в этот момент Зевс убирает конкурента, своего отца, получая полную власть. Он приковывает Прометея и творит на Земле все, что хочет. Это время полной власти Зевса. Где-то в этот момент происходит событие мифа об Ио, которое кончается рождением первого чернокожего человека и началом войны богов. Место действия события – Египет, Мемфис. Это место обозначено Прометеем в поэме Эсхила. На это место указывает Софокл и Джордано Бруно в своей книге «Изгнание торжествующего зверя». Все говорят, что в тот момент Зевс с остальными богами-олимпийцами находился именно там.
Он занимался какими-то своими обычными делами, что лишний раз подтверждает, что истинная территория Зевса – Африка. А затем, согласно Джордано Бруно, он начал там вести с кем-то очень серьезную войну. Причем вел войну с противником гораздо более сильным и страшным настолько, что даже Зевс и все боги-олимпийцы вместе не могли его одолеть. На роль такого чудовища подходит, скорее всего, только верховный бог-отец Кронос. С кем еще Зевс вместе со всеми олимпийцами не мог справиться? Хотя есть еще вариант, что это был зверь Тифон или какое-то другое чудовище. Так или иначе, все сходятся на том, что эта угроза прибыла именно с территории Тартарии, через Тавр, то есть Крым, то есть с нынешней России, где и находится тот самый Тартар, и где был заключен в тот момент Кронос. Происходит некая планетарная катастрофа, которая стирает все северное полушарие Земли, заливает глиной и грязью. Об этом у меня тоже есть целая серия подробных фильмов. Возможно, что именно это событие древние авторы и приняли за войну богов. И вот, победившие в итоге греки под управлением Зевса заселяют ослабленные северные территории Средиземноморья. Рождается Геракл. Затем происходит еще одна катастрофа, описанная в эпосах о Троянской войне. И начинается исход римлян из Африки в Европу. Легионы римлян идут на север, уничтожают карфагенян, переправляются в Италию, а затем захватывают ослабевшую, но уже безопасную Европу. Собственно, в некоторых мифах так и говорится: Зевс похитил Европу. То есть римляне подменили собой некую другую цивилизацию, существовавшую на территории Европы. Звучит эта версия просто безумно. Но давайте продолжим. Вот смотрите, любой народ должен оставлять после себя какие-то следы, например, культурные или военные. И таким следом может быть так называемая империя Канем-Борну. Скорее всего, вы ничего и никогда о ней не слышали. Но, как ни странно, это была огромная империя, которая входит в десятку самых долговечных империй в истории человечества. И находилась она как раз на той самой территории Нигрита-Рум-Регио в центре Африки. Сохранившиеся до нас гравюры XIX века изображают негритянских воинов на лошадях, закованных в некое подобие брони. То ли из ткани, то ли из чего-то еще. Это визуально точная копия античного всадника катафракта, используемого в кавалерии греков, римлян и персов в начале нашей эры. Именно визуальная, поскольку металлической брони у всадников Канем-Борну, скорее всего, не было. И больше всего это похоже на карго-культ, знакомый нам уже по известным примерам с Индонезии. Поскольку укутывать боевых лошадей в теплую ткань в жарком климате не самое лучшее решение. Идем дальше. Рим. Пирамида Цестия. Считается, что она построена примерно в 12 году до нашей эры и служит именно тем, для чего и должна – погребальный мавзолей. Но откуда у римлян такая традиция? Официально считается, что она была построена как усыпальница некоего Цестия в честь победы римского флота в 30 году до нашей эры у мыса Акций. Но нет никаких данных о том, что Цестий вообще участвовал в этой битве. Лишь предположения, которые, собственно, держатся ни на чем. Просто добавлены как единственное возможное объяснение. Оно и неудивительно. С чего вдруг богатым римлянам строить себе усыпальницы в виде пирамид? Причем, что характерно, если бы римляне строили пирамиду именно в честь победы над Египтом, то строили бы по образу пирамид Гизы, которые вполне могли там видеть. Однако эта пирамида построена в точности по образу именно эфиопских пирамид из Мероя.
из того самого государства рядом с землей богов – Агисимба. Более того, теория о постройке в честь победы над Египтом рассыпается в прах, если знать о том, что рядом с пирамидой Цестия были обнаружены старые фундаменты еще 2 пирамид в Риме, а 4-я пирамида, гораздо большего размера, стояла вплоть до XVI века в Ватикане. Это уже не совсем карго-культ. Это похоже на перенос традиций вместе с миграцией народа-носителя. И уж тем более, если бы эти пирамиды дожили до наших дней, то никакие оправдания про участие Цестия в битве не выдержали бы никакой критики. Однако нам достаточно того, что другие подобные пирамиды в Риме точно были. Причем самая большая стояла до XVI века прямо в Ватикане. Еще один нюанс, говорящий о том же, это какая-то маниакальная страсть Ватикана в частности и римлян вообще вывозить священные артефакты из Египта и Эфиопии. Мы уже привыкли видеть Ватикан и обелиск на площади Святого Петра, и поэтому редко приходит в голову мысль о том, что он зачем-то был вывезен еще в 40 году нашей эры из египетского Гелиополиса и с тех пор стоит в Риме. Сначала он был поставлен в цирк Нерона, а затем в XVI веке перемещен в Ватикан. Любопытно не только то, что в те времена его спокойно таскали туда-сюда с места на место, но и то, что это единственный обелиск в Риме, который никогда не падал. И само собой, это тоже очень похоже на перенос собственных святынь на новое место жительства старого народа. В 1937 году Бенито Муссолини приказал привезти в Рим еще один обелиск. На этот раз напрямую из Аксума, то есть из того самого Эфиопского царства. Напомню, это тот самый Муссолини, который откапывал большую часть древнеримских зданий буквально из-под земли и мечтал возродить древнюю Римскую империю и ее наследие. Вот этот самый персонаж почему-то захотел любой ценой перевести в Рим именно эфиопский обелиск. Какая вообще может быть связь далекой дикой эфиопской страны полуголых аборигенов с центром христианской религии, с местом, где от имени Бога возвещает римский папа? Напомню, что конические пирамиды Мероэ и Аксумские обелиски географически расположены примерно в одном месте, в одном регионе Африки. Еще один интересный нюанс состоит в том, что античные историки, начиная с Геродота, настойчиво говорят о том, что Египет был центром законности. К нему обращались в разрешении споров, у него искали защиты те, кто спасался от преследования. И это была привычная практика всего Средиземноморья. В Африке было множество храмов Геракла, которые обеспечивали такую защиту. Египет принимал самое активное участие в разрешении Троянского конфликта. Именно туда, согласно Геродоту, поначалу поплыл троянский принц Парис с украденной Еленой. Именно туда за ним поплыл ее муж Менелай с войском. Именно там осталась Елена до разрешения конфликта. Именно туда поплыли поначалу беженцы из разрушенной Трои. Да, это не вяжется с Илиадой от Гомера. Он описывал совсем другой ход событий. Однако он описал их далеко не полностью, а Фалес Милецкий, который описывал дальнейшие события, также указал, что на помощь Трое пришло египетское войско. Создается образ эдакого полицейского государства, выполняющего роль верховной власти во всем Средиземноморье, во всей Азии. Но как это могло произойти, если египтяне официально никогда никуда не ходили с завоеваниями дальше современной Турции? Да и то пешком. Кто дал египтянам такие полномочия в античном мире? С другой стороны, если греки переплыли море из Египта в Италию и основали Рим, а затем полностью заняли полуостров,
что это все равно совпадает с основной линией легенды. Ведь Рим основали именно греки-троянцы, которые бежали после разрушения Трои. То есть изначальный народ, носитель культуры, был греческий, а лишь затем превратился в римлян. Кстати, о миграции народа-носителя. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство самых древних построек, катакомб, туннелей и прочих загадочных и мегалитических сооружений построено совсем не римлянами. Это сооружение цивилизации, которая жила в Италии задолго до римлян. Они называются этруски. Точнее, так называли их римляне. Самое загадочное в том, что на протяжении всей современной истории цивилизация этрусков словно бы специально замалчивалась. Их язык и письмена получили гордое название «этрусское нечитаемое». Якобы перевести их на понятный язык невозможно. Хотя еще в конце 18-го, начале 19 веков появлялись ученые, считавшие иначе. Поляк Тадеуш Воланский предположил, что этрусский язык на самом деле славянский, и таким образом смог перевести множество этрусских надписей. Но его книга «Письма о славянских древностях», вышедшая в 1846 году, была довольно быстро включена Ватиканом в список запрещенной литературы. Другой ученый, итальянец Себастьяно Чампи, предположил то же самое и, опираясь на русские тексты, смог прочитать этрусские надписи. Чампи поспешил поделиться своими изысканиями с коллегами, но ему быстро объяснили, что славян раньше VI века в природе не существовало, и прочитать этрусское письмо по-прежнему нельзя. Таким образом, несмотря на то, что этрусские надписи уже вполне читают, официально считается, что этот язык все равно до сих пор не расшифрован. Есть и еще один странный казус. Этрусков этрусками называли только римляне, а сами этруски называли себя иначе. Они называли себя Расна или Рассена, а на русском языке слово «этруски» буквально означает «это русские», «this is Russia». Собственно, так и должно быть. Мы называем себя русскими, рассенами, а другие цивилизации называют «это русские». Правда, сейчас это слово каким-то волшебным образом в английском языке начало звучать как Russia, Russian. Такое впечатление, что кто-то специально вымарывает из истории славян. Вот еще один пример. Согласно истории, за Альпами на северной их стороне во времена Рима жили племена таурисков. И для европейского обывателя это звучит довольно обычно. Для любого, кроме славян, кроме русских. Потому что таурийские – это попросту неправильное, исковерканное произношение русского слова «товарищ», написанного латиницей. Все, кто так или иначе обращал на это внимание, Себастьяно Чампи, Тадеуш Воланский, Чудинов, были так или иначе осмеяны или запрещены Ватиканом. Однако факт остается фактом. На территории Европы жили славяне, русские, расна, рассены, которых римляне называли этруски, то есть это русские. Именно они построили большинство античных построек в Риме и Европе, а затем туда так или иначе пришли беглые греки, которые стали римлянами. Они принесли с собой свои обычаи в виде постройки пирамид, а затем полностью закрепились на этой территории и написали новую историю. Негрита Рум. Но как же насчет Черного Рима? Как насчет чернокожих римлян? Тут снова нам поможет Эсхил. Вспоминаем. Ио после странствий приходит именно в Египет, где в этот момент находится Зевс. И Зевс превращает ее обратно из коровы в девушку. После этого она рожает первого на земле чернокожего человека, которого зовут Эпаф. Но это по-гречески. И означает оно буквально в прямом переводе
контакт, тот, кого коснулись. Собственно, Прометей так и говорит: он дитя прикосновения, эпаф. Кто знает, каким метаморфозам может подвергнуться слово за сотни лет. Многие метаморфозы происходят на наших глазах каждый день. Когда, к примеру, слово из одного языка записывается на другом на слух, и тогда носитель оригинального языка читает это слово на своем языке уже чуть иначе. То же самое могло случиться и со словом «эпаф». Если вы запишете его по латыни на слух, то может получиться «эпис» или «апис». В античности многие сведения записывались на слух. А затем, вернувшись обратно в Египет, это слово превращается в аписа – быка. И вот у нас уже появляется культ черного быка в Египте. Не чернокожего царя Эпафа, рожденного заколдованной в корову принцессой Ио от прикосновения бога Зевса и основавшей город Мемфис, кстати, а чернокожего быка Аписа, рожденного от прикосновения луча луны, который затем превращался в человека Сераписа и был символом царской власти конкретно в Мемфисе. Разве бывают такие совпадения? Это больше похоже на игру в испорченный телефон, правда? Кто-то где-то услышал историю, общий образ и сюжет и основные маркеры. Чернокожий, корова или бык, рожден от прикосновения Бога, стал фараоном. А дальше можно подставлять, что пожелает ваша фантазия. Вместо чернокожего человека можно подставить чернокожего быка. Вместо Бога – солнце, луну, огонь, Христа, макаронного монстра, любой обожествляемый объект. А затем получившийся человек становится вождем, фараоном, царем, президентом, председателем правления республики, любым предводителем. И все это происходит в одном конкретном городе. Вот и все. Кто бы ни говорил, что подобная перестановка букв невозможна, он будет вам лгать и лукавить, поскольку такие перестановки происходят постоянно и во все времена. Да вот, к примеру, имя Серапис как раз и получилось из совмещения имен Осириса и Аписа и манипуляции с лишними буквами. Букву «И» заменили на «Е», букву «О» вообще выбросили. Так и получился Серапис. А должен был получиться Осапис. Осапис, а не Серапис. Характерно, что античные источники, например, тот же Геродот, уверяют нас, что священный бык должен быть чисто черным, без малейшего белого волоска. Однако мумии найденных быков и их рисунки на саркофагах совершенно не соответствуют этому описанию. Они все в пятнах по всему телу. Это противоречие усиливается тем, что пятнистая корова в качестве божества у египтян действительно была, но это не Апис, а Хатхор, богиня-мать. Ну хорошо, допустим, что таким образом, согласно мифологии, действительно появились чернокожие люди. Они жили и царствовали в Египте, как и завещал Прометей. Но почему тогда, перебравшись в Европу, они вдруг стали белыми? Но вот тут, на мой взгляд, все как раз просто. Во-первых, чернокожие люди были далеко не первыми на Земле, а родились они от внебрачной связи Зевса и принцессы Ио. И законная супруга Зевса настолько их ненавидела, что даже устроила войну богов и собиралась уничтожить их вместе с Зевсом. И хотя у нее это не получилось, то, как и в любом любовном треугольнике, кому-то нужно было уйти. И Зевс ушел вместе с Герой в Европу, забрав с собой исключительно белых подданных, а чернокожих оставил погибать в центре Африки без своей поддержки. Что, собственно, и произошло. Сейчас на этих территориях обитают довольно дикие племена. Однако в древних руинах на территории бывшего царства, например, в Судане, в Мерое, мы видим следы довольно развитых технологий и строительства, и обработки камня, железа, золота. С реками тоже не все ясно.
Помните, что египтяне, согласно официальной истории, никогда не называли Нил Нилом. У них было множество других названий, среди которых Ар или Аур, что в переводе с египетского якобы означает «черный». В другом варианте египтяне называли реку Кемет, что также в переводе значит «черная». То есть египтяне называли свою реку «черная». Историки объясняют это тем, что во время разлива Нила на берегах оставалось огромное количество плодородного ила черного цвета. Некоторые даже называют его черноземом, хотя чернозема в Африке никогда не было. Ну ладно, ил действительно темный, но вот что странно. В Африке уже есть река Черная. Она так и называется – Нигер, что в переводе с латыни и означает «черный». Так может, ил тут вообще ни при чем? Может быть, это был действительно регион, где изначально появились чернокожие люди? Сами египтяне называли себя кеми, то есть также черные. А это как привязать к илу? Вы когда-нибудь задумывались, откуда появились слова Нил, Египет или Эфиопия? Если считаете, что ученые знают точный ответ, то ошибетесь. Точного ответа не знает никто. Однако есть сведения, что Египет – это одно из названий реки, возле которой жили египтяне. Отсюда и египтяне, соответственно. Но где эта река сейчас? Неужели это Нил? Подождите. Откуда появилось название Эфиопия? Тут еще меньше версий. Однако у Эсхила Прометей говорит Ио, что прежде чем добраться до Египта, ей нужно долго идти вдоль Эфиоп-реки, и только затем она попадет в Египет, к Зевсу, который ее расколдует. И смотрите, что у нас получается. Египтяне жили вдоль реки Египет, которая течет в центре Африки, там, где была земля Зевса, Агисимба. Ио идет к нему вдоль реки Эфиопия, вдоль которой, о чудо, до сих пор живут эфиопы. А затем Зевс превращает ее снова в девушку своим прикосновением, и у нее рождается первый чернокожий человек. В честь этого реку Египет переименовывают в реку Нигер. А что же тогда Нил? Откуда появилось это название, мы тоже не знаем, версий много. И почему-то одна из самых упоминаемых гипотез – это происхождение названия от семитских корней. Но при чем тут вообще семиты? Где семиты и где египтяне? Почему вдруг евреи должны давать название реке египтян? Кто у кого вообще в рабстве был? Самая древняя версия, пожалуй, встречается у греческого писателя Гелиодора, жившего в 3-4 веке нашей эры. Он считает, что название Нил означает буквально «новый ил», «нео илис», «новая грязь». То есть где-то была старая. Как бы то ни было, слово «новое» в названии реки вполне может намекать на смену названия со старого на новое. И в данном случае старое название было, скорее всего, река Эфиоп. Та самая, о существовании которой знал Эсхил. И он четко разделял реки Эфиоп и Нил как разные реки. «Затем придешь ты в край далекий к черному народу, живущему у солнечных ключей. Там, где река Эфиоп, путь держи, вдоль берегов ее до водопада, где древний Нил струит с Библосских гор». В этих строках Эсхила странно не только наличие неизвестной реки Эфиоп, но и Библосские горы, с которых начинает свой путь Нил. Согласно этим строкам, Библосские горы находятся где-то далеко в Африке и являются истоком Нила. И там живет черный народ. И именно там живет Зевс. Стоп! Но ведь город Библос и его горы находятся сейчас в Ливане. Причем тут Нил и Эфиопия? Верно, ни при чем. Но это как раз одна из тех серьезных проблем,
проигнорировать которые или просто обойти никак нельзя. Ведь город Библос упоминается и в шумеро-аккадской клинописи, и в финикийских записях, и даже в Библии. Да, собственно, само свое название Библия получила именно от него. Но самое главное, что этот город упоминается также и в иероглифических надписях фараона Снофру. Это, между прочим, 2600 год до нашей эры, или 4600 лет назад. Именно это время считается расцветом строительства пирамид. Считается, что Библия называется так, потому что в городе Библос был центр производства папирусов, то есть материала для письма. И, соответственно, книги начали называть Библос, то есть книга. Соответственно, Библия – это книга, точнее несколько книг, а библиотека – хранилище книг. Так мы думаем сейчас. Но на самом деле все не так. Историки останавливают расследование этимологии слова «Библия» именно на этапе создания папирусов в городе Библос. И это абсолютно ложный след, потому что получается, что название пошло от города. А откуда получил название сам город? А вот тут уже становится интересно. В финикийских и пунических записях это слово звучит иначе – Габаль или Гобель, и состоит из двух слов – колодец и бог. То есть на иврите слово «Библия» означает колодец или источник Бога. Вот это поворот. Значит, папирусы все-таки ни при чем? Но на греческом получается еще смешнее. Греческое «библос» означает «пузырь». Позже оно перекочевало в английский и до сих пор означает «пузырь» – «bubble». И снова ничего общего ни с папирусом, ни с книгами. И причем тут источник Бога 4600 лет назад? В то время еще не было написано Ветхого Завета. До него еще минимум 1300 лет. Еще не произошел исход евреев. До него еще минимум 1100 лет. А город Библос уже упоминался в иероглифах и клинописи. Он уже тогда был источником Бога. Кстати, если под источником понимать вытекающий из него Нил, то и тут мимо. Хоть горы в Ливане и есть, но Нил из них точно не вытекает. Есть еще один нюанс. Для того, чтобы изготавливать папирусы для записи, причем в огромных количествах, аж на все окрестные государства, нужен, как ни странно, тростник. То есть материал, из которого этот самый папирус делается. А для него нужна река или болото, которые будут исправно давать свежий тростник в промышленных количествах в течение 1000 лет. Для этого нужна не просто какая-то речка, нужна огромная река, такая как Нил, к примеру. Но в современном городе Библос или Джабал нет никакой огромной реки. Это означает, что современный город Джабаль в Ливане не имеет ничего общего с тем самым древним Библосом, который упоминает Эсхил и прочие древние авторы. Но вернемся к Ио и Прометею. Если поверить Эсхилу, то все получается. Сначала идешь далеко на юг вдоль реки Эфиоп, затем сворачиваешь к реке Нигер, то есть Старому Нилу, и идешь до гор, где живут черные или грязные люди, и на горе обитает Зевс. Точнее, на горе расположен колодец, ведущий глубоко под землю в бункер, где обитает Зевс и прочие. Вот вам и пузырь, подземная биосфера, и священная гора. Все четко. Дефрагментация. Характерно, что Эфиопия и вообще центр Африки каким-то мистическим образом привлекает к себе религии, которые вроде бы вообще никак с ней не связаны. Греческий пантеон богов во главе с Зевсом регулярно отмечаются в Египте, Эфиопии и дальше. Им поклоняется вся Африка, согласно уверениям не только Геродота.
Римляне с какой-то непонятной целью то посылают экспедиционные корпуса в загадочную землю Агисимба, то вывозят оттуда громадные стелы и ставят их посреди города в центрах общественного скопления. Строят себе погребальные пирамиды, но не египетские, а эфиопские. Христианские святыни, такие как Ковчег Завета, вдруг оказываются в Эфиопии у коптов. Во всяком случае, так утверждается. И ни у одного фрагмента нет истинного автора. Оглавление стерто, и отдельные фрагменты пытаются как-то совместить друг с другом. Возникают нестыковки. У одного автора событие начинается в одну дату, у другого в другую. У одного оно происходит в одном месте, у другого в другом. Все это следствие многочисленных попыток собрать пазлы в разных последовательностях и с разными целями. Скажете, такого не бывает? Что один или несколько человек не способны написать историю целого человечества? Это ошибка. Такое и сейчас происходит сплошь и рядом, даже при меньшей разнице во времени, при участии одного и того же человека. Возьмите, например, известнейший фильм «Чужие». Ридли Скотт, режиссер, снимал самый первый фильм в 1979 году. Затем было выпущено множество продолжений, создана целая киновселенная. И вот, спустя всего 45 лет, выходит новый фильм другого режиссера Альвареса, но под управлением все того же Ридли Скотта «Чужой Ромул», в котором время действия уже не совпадает с временем действия первого фильма. Вроде бы и автор оригинала сидит рядом, и команда сценаристов работает, но некоторые детали все же упускаются, и позже возникают нестыковки. Нет, мы люди как раз очень хорошо умеем создавать вселенные, писать истории, продумывать поведение персонажей, их родословную, их взаимосвязи. Мы уже наделали их сотни за довольно короткий промежуток времени. Вселенная Марвел или вселенная DC, вселенная Звездных войн или вселенная Чужих и Хищников, вселенная Властелина колец и вселенная Игры престолов. Мы не просто умеем это делать, нам нравится это делать. И это гораздо проще, чем кажется. Главное, чтобы был единый сценарий, единое хронологическое древо и цепь событий. А уж нанять вольных писателей, писцов, которые будут описывать события согласно выстроенному генеральному плану – плевое дело. Правда, в результате наема разных авторов и получаются такие ляпы. На мой взгляд, нестыковки – это как раз свидетельство того, что велась целенаправленная работа в этом направлении, в написании новой истории. Самое главное – увидеть тот самый генеральный план. Он должен быть на виду. И он действительно есть. Он проходит сквозь века, и опираясь на него, действительно пишется история. Вот смотрите, все мы знаем, что история Европы официальная, написана Скаллигером и его командой. Было это в 16 веке, через 150 лет после вывоза античных рукописей из Константинополя. И его работу вполне можно считать одним из таких главных, определяющих сценариев, на которые опирались последующие историки. Но он тоже писал свою историю по плану, и опирался он на план, составленный Евсевием Кесарийским. Это в буквальном смысле план, хронология исторических событий на Земле согласно греческим мифам. И указаны там именно мифологические и библейские события, выстроенные по датам. Мы уже разбирали его в одном из прошлых фильмов. После Скаллигера функцию генерального плана стали выполнять печатные издания, особенно регулярные. Например, журнал «Всемирная иллюстрация», выходивший в XIX веке в России. Среди обычных новостей почти в каждом номере ненавязчиво подавались вроде бы познавательные факты из истории, а также печатались гербы знатных родов и, соответственно, их истории этих родов. Словно бы до этого их никто не знал. А до этого саму геральдику придумывали ответственные за это лица. В частности, в России это делал лакеер. Аналоги этого журнала были и в Британии, The Illustrated London News,
и в Германии «Der Gartenlaube», и во Франции «Le Monde Illustré». Но, конечно же, главным сценарным мотивом служила история, написанная Скаллигером, которая, как внезапно выяснилось, держится на античных рукописях, вывезенных веком раньше из Константинополя Мануилом Хрисолором, и на творении некоего Евсевия Кессарийского, которого, возможно, и вовсе не было, и который, в свою очередь, опирался на греческую мифологию и Библию, то есть на те самые фрагментированные кусочки. И некоторые детали этих фрагментов, как древних, так и вполне современных, намекают на то, что история Европы в целом и римская история в частности словно бы перенесена на новую территорию и адаптирована под нее. А те народы, которые жили на территории Европы до римлян, попросту стираются из истории. Их названия подменяются, их святыни заменяются, их язык принудительно объявляется нечитаемым. Но у нас есть дата, отправная точка, когда это начало происходить. 1400 год плюс-минус 50 лет. До этого переломного момента истории словно бы и нет совсем. Темные века. Люди не умеют даже толком рисовать. Портреты всех правителей, изображения происходящих событий нарисованы в летописях словно бы рукой ребенка. А затем внезапно наступает эпоха с говорящим названием Возрождение. Карты становятся максимально близки к реальной географии. Портреты и пейзажи становятся максимально натуралистичными. Появляются шедевры живописи, скульптуры и архитектуры. Цивилизация получает мощнейший импульс развития науки и техники. Что именно возрождалось и после чего? Кто возрождал? Об этом, пожалуй, в другом фильме.